Всем привет! В этом видео будет сравнение двух длинных шипов от доктора Нойбауэра – Desperado и Punch, без губок. Отдельные обзоры по этим шипам мы уже выпустили, ссылки под этим видео. Вначале шипы показались мне похожи, а когда поиграл ими в достаточной мере, то понял, что фактически они для разных стилей игры. И в этом видео я расскажу про сходство и различия, чтобы вы могли понять, какая из накладок может лучше подойти для вашей игры. Основание использовалось Inchi 970XXA. Это атакующее основание с орелат-карбоном, ничем не уступающее аналогам от известных фирм, а по цене превосходящее их намного или даже в разы. Кстати, его обзор есть у нас на канале. Оба шипа похожи тем, что имеют очень слабое сцепление, но оно у них не одинаковой силы. Desperado жестче и цепляет слабее. Обе накладки не предназначены для придания собственного вращения. Сила отскока у Desperado сильнее, а у Punch задержка мяча на шипах немножко больше. На вращение сильно крученной подачи Punch реагирует немножко сильнее. Угол вылета мяча у шипов различается. Теперь про блок. Обе накладки играют блоком одинаково отлично и в целом похожи в этом элементе. У Punch контроль в целом немного лучше, а реверс чуть меньше. У Desperado больше реверс вращения, так как у нее восприимчивость к вращению меньше. В целом я не обнаружил заметной разницы по качеству игры блоком между ними. Обе накладки одинаково хороши, поэтому выбор между ними стоит делать на основании различий в других способностях и свойствах. Возможности в атаке у Punch гораздо шире, так как ей можно делать накаты и топспины, в отличие от Desperado. Desperado это делать не получится, мяч часто соскальзывает. Можно только плоско коротким движением толкать мяч в верхней точке взлета, мало заботясь о вращении. Это не является плоским ударом, а именно толчком. Шип сам по себе довольно быстрый, поэтому достаточно короткого движения для того, чтобы мяч полетел длинно. Плоские удары по завышенным мячам можно делать обоими шипами. Но панчем попадать в стол легче по той же причине, что озвучено ранее. У Desperado выше риск, что мяч соскользнет из-за совсем слабого сцепления. Контратаковать по небыстрым топспинам панч можно с некоторой степенью уверенности. Desperado тоже можно, но менее уверенно. В обоих случаях мяч к сопернику полетит противно. Панчем это можно делать, прилагая силу. Desperado тоже можно, но довольно рискованно. Лучше ограничиться небыстрым толчком с переводом в неудобное место для соперника. В целом, панч подходит для атаки разными способами, тогда как Desperado неплохо атакует только лифтингом и таким образом предоставляет только самый минимум из доступных длинным шипам атакующих приемов. Так что если играть в активном стиле и атаковать разными способами, панч для этого подходит лучше, чем Desperado. Кач у обоих шипов отличный. От Desperado мяч летит быстрее и реверс вращения немножко больше. То есть в целом кач более злобный. Немножко. Атаку по нижнему вращению я вынес именно в категорию кача. По сути, атака по нижнему вращению это тычок. У обоих шипов он отлично работает. Desperado чуть агрессивнее в этом плане из-за того, что реакция на приходящее вращение меньше, а реверс нижнего вращения при атаке немножко больше. В целом, по этому элементу, вернее группе элементов, можно отдать предпочтение Desperado. На приеме подач ситуация аналогична атаке. Панч позволяет по подачам и атаковать, и подставлять, и качать. Desperado же позволяет подставлять и качать. В принципе, по многим длинным мячам, независимо от их вращения, можно толкнуть плоско. Это что-то типа медленного наката, не накрывая мяч лопастью ракетки. Эффективность хорошая, если в стол попадаете длинно или в противоход. Если подача короткая или средней длины, то можно захватить инициативу или выиграть очко агрессивным толчком. С одной стороны, панч дает больше возможностей атаковать с подачи. С другой стороны, Desperado меньше реагирует на вращение, что лучше для пассивного приема. Так что выбор стоит делать в зависимости от того, агрессивный или пассивный прием подачи важнее. Хотя панч для пассивного приема тоже хороши. По защите могу сказать, что они ведут себя похоже. Обе накладки вполне комфортны в защите. Возвращать мячи под резкой легко. И дальний блок
тоже работает. Но я не защитник, поэтому не могу оценить все нюансы с позиции квалифицированного защитника. При сравнении длинных шипов друг с другом очень часто спрашивают, какие противнее, у какой из накладок больше эффект. В данном случае можно сказать, что у Desperado эффект несколько больше. Однако, выбирать накладку исходя из того, какая противнее, вряд ли практически оправданно. Если взять эти две накладки, то у них разные способности, и они в целом предназначены для разных стилей игры. Поэтому важнее выбрать ту накладку, которая лучше подходит под твой стиль игры, а не ту, которая противнее. Так как накладка в первую очередь должна делать то, что тебе нужно, а если она этого не делает, то что толку от противности? Противность это скорее добавочный эффект и дополнительная польза, а не основная составляющая игры. А теперь подведу итог. На первый взгляд эти две накладки могут показаться очень похожими, так как обе имеют слабое сцепление. Но более пристальное изучение показало, что есть не только сходство, но и существенная разница. Так что они вообще для разных стилей игры предназначены. Часто задают вопросы в таком духе. Какая из этих двух накладок лучше? Но такой вопрос применим только если сравнивать две накладки, где одна накладка качественная, а другая нет. Например, сравнивать нормальную накладку с куском линолеума с негодной готовой ракетки. А когда обе накладки нормальные, то они обычно не лучше и не хуже друг друга, а просто имеют различные свойства. Тот или иной набор свойств лучше подходит под одни задачи и хуже под другие. Лучше подходит одному игроку и хуже подходит другому игроку. Так и тут. Они не лучше и не хуже друг друга, а просто разные. У Punch больше разнообразия технических приемов и тактики, и больше контроля в целом. У Desperado чуть больше скорость, чуть больше противность и меньше реакция на приходящее вращение. Desperado лучше себя проявит в том стиле игры, для которого она предназначена, а Punch, соответственно, будет лучше в других. Если вы любите в том числе поатаковать накатом, для этого Punch подходит хорошо, а Desperado для того, чтобы тыкать, блочить и добивать второй накладкой. Я сначала играл панчем и часто атаковал слева шипом. И был доволен. Накат шипом или топспин шипом это весело и эффективно. Потом поставил Desperado и не смог атаковать шипом. Ну и ладно. Перекрутил ракетку и начал много атаковать гладкой накладкой. А заодно оценил значение злобного кача у Desperado и понял, что с его помощью можно отнимать очки у соперника или перехватывать инициативу. Так что выбирайте в соответствии со своими потребностями в игре. Смотрите на свойства и способности накладок и прикидывайте, какие из них лучше накладываются на то, как вы играете. Или на то, чему новому хотите попробовать научиться, даже если еще так не играете. Напоминаю, что и на Desperado, и на Punch мы сделали детальные обзоры. Так что если нужно больше деталей по какой-то из них, обращайтесь к этим обзорам. Линки под роликом, QR-коды на экране. А в самих обзорах, как обычно, тайм-коды, чтобы быстро найти нужный фрагмент и посмотреть нужный элемент. А мы делаем обзоры, чтобы вы могли узнать свойства интересующих вас накладок и оснований и заранее составить представление, что может вам лучше подойти или наоборот, уберечь вас от покупки неподходящего. С этой же целью на сайте магазина TT Maximum построена подробная система фильтров и характеристик, помогающих разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. Так что заходите к нам на сайт, а если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты, и мы поможем.